Друзья, всем привет! Сегодня я после почти двух недель изучения информации, множества попыток, в общем, просмотра очень многих материалов, наконец-то записываю видео по созданию кастомной обуви на каблуках. Именно на каблуках это такой, как оказалось, это очень сложная тема. По крайней мере сейчас, может быть, в дальнейшем разработчики MetaHuman это исправят, но сейчас у MetaHuman в MetaHuman Creator есть обувь по умолчанию только на плоской подошве. И если вы хотите для своего MetaHuman создать обувь на каблуках, то придется немножко поработать в Unreal Engine и в Blender. Я искала очень много информации, искала видео на YouTube, и я так и не нашла полного гайда в одном видео, как это делается правильно, чтобы все хорошо работало. И поэтому я создала свое видео. Я собрала информацию, доступную в том числе на англоязычных ресурсах, и собрала это все в один такой вот урок. А также я хотела бы добавить, что вот эти туфли на каблуках я сделала сама в блендере, смоделировала. Я оставлю файл уже настроенный с весами, в общем, FBX файл, который вам понадобится, может быть вам понадобится. Я его оставлю ниже, ссылку в описании видео, вы сможете его скачать с Google Drive. Также в описании к видео я оставлю ссылку на анимацию ходьбы, которую я использовала здесь. Это именно ходьба на высоких каблуках, Catwalk называется. Я ее скачивала с Mixamo. Кстати, есть у меня отдельный урок, как конвертировать анимации Mixamo в Unreal Engine. Так что вы сможете эту анимацию применить или к другой анимации ходьбы на каблуках. Итак, давайте начнем. Первое, что нам нужно сделать, это через Quixel Bridge вставить нашего персонажа. Он у меня уже загружен, поэтому он находится у меня в папке MetaHumans Local. Вот он. Если он у вас не загружен, вам нужно будет нажать Download. Если не настроен, надо будет сначала настроить через эту кнопку. Обязательно нужно, чтобы ваш персонаж был, сейчас покажу, чтобы ваш персонаж был в тапочках, когда вы его импортируете из MetaHuman Creator. Так, давайте покажу, что я имею в виду. Вот у меня персонаж вот в этих вот тапочках. Их можно найти здесь, в самом низу, во вкладке Shoes. Находите их, применяете. Мы их будем удалять, поэтому цвет, материал, неважно какой он будет, просто на него, на персонажа нужно будет надеть эти тапочки, потом его скачивать. Загружать в Unreal Engine. После того, как вы скачали персонажа, у вас здесь будет такой значок Downloaded. Нажимаете Add, и персонаж загрузится в Unreal Engine. У меня он уже загружен, так что я просто продолжу. Итак, затем после загрузки персонажа в Unreal Engine он у вас появится в Content Drawer, в папке Content, это Humans, и в той папке, которую вы назвали персонажа. Я ее назвала Рошель Barefoot, это значит босоногая Рошель. Итак, я ее вставляю в сцену. Так. Сбросим Location, чтобы она стала в начало координат. Так, я выбрала волосы, которые показываются только в лот 0 или 1. Здесь можно схитрить. Здесь вот у нас есть
А вот здесь вот нужно в Load Sync, здесь надо выбрать Forced Load, нужно выбрать 1. Compile. И сохранить. Так что у нас всегда будет персонаж в Load 1 показывается. Закрываем это окошко. Вот у нас волосы появились. Что нам теперь нужно сделать? Во-первых, нам нужно снять обувь. Для этого нам снова нужно перейти в Edit Blueprint. Переходим в Fit. И видим, что вот наши тапочки Skeletal Mesh Asset. Вот здесь это наши тапочки. Нужно найти вот этой вот кнопку, где они находятся. И просто надо их удалить из Unreal Engine. Нужно нажать Force Delete. Вот теперь у нас персонаж босоногий. Мы эти тапочки заменим на туфли на высоком каблуке. После того, как мы убрали обувь, нам нужно будет экспортировать нашего персонажа. Итак, как мы экспортируем? Нам нужно экспортировать, вернее, тело персонажа. Идем дальше. Нажимаем Body. Во вкладке Details выбираем тело персонажа. И здесь в Skeletal Mesh нажимаем опять же кнопку с папочкой, чтобы найти, где находится меж тела персонажа. Просто нужно потом правой кнопкой Asset Action Export и называем. Вот у меня уже есть название, я просто этот файл заменю. Вы можете назвать по своему усмотрению этот файл. Главное, чтобы было понятно, что это тело без обуви. Сохраняем. И вот здесь важно экспортировать вот с такими настройками. Level of Detail у вас по умолчанию будет включен, надо будет убрать. И Export Morph Targets тоже надо будет убрать, если он у вас включен. А так вот такие вот настройки вам нужно будет включить и затем экспортировать. Переходим в Blender. Здесь нам нужно будет импортировать только что экспортированное из Unreal Engine тело. FBX. Так. Оно у меня находится вот здесь. Я создала специальную папку Custom Shoes и в ней сохраняю все экспортированные файлы. По-моему, вот этот файл, да. Animation нам не нужно. Все. Остальные настройки давайте сохраним и импортируем. Так, наше тело с костями импортировалось. Кости нам здесь понадобятся, чтобы нашу обувь кастомную привязать к костям и настроить вертекс группы. Обратите внимание, что здесь тело импортировалось без одежды. Но это не страшно, нам это не мешает. Нам нужны здесь только кости и ступня. Вообще у меня здесь уже есть обувь, которую я опытным путем создала, и ее форма, да, она как бы здесь должно быть более как бы подошва передней части обуви, она естественно в естественных условиях должна быть ниже, правильно? Но так как мы имеем дело с персонажем, который стоит в дефолтной позе полностью на ступне, поэтому нам придется прибегнуть к такой хитрости. У нас обувь на высоких каблуках будет вот такой формы.
это мы поймем позже, почему именно так. А вообще в MetaHuman я пыталась сделать позу. Давайте перейдем, я объясню. В MetaHuman я пыталась сделать вот такую вот позу, начальную позу дефолтную, к примеру. Вот так должны быть. Эти кости у нас должны быть так. Когда мы носим обувь на каблуках, наша стопа деформируется определенным образом. Пока скроем обувь. Ну вот, примерно так. Вот в этой позе я пыталась поставить в Unreal Engine и применить ее как дефолтную позу, но я не нашла способа, как это сделать. Опять же, провела кучу времени, изучая этот вопрос в интернете, но так и не нашла. Если вы знаете способ, как поставить MetaHuman в какую-то кастомную позу, дефолтную, то есть здесь вот у нас такая поза кастомная, дефолтная поза, это А-поза у нас с ногами, полностью стоящими на земле со ступнями, и сделать ее на цыпочках, как дефолтную позу, у меня не получилось. Ну, придется работать с тем, что есть. Так, давайте я эту позу верну назад. Если вы поставили персонажа какую-то позу, позировали кости, то можно те кости, которые вы изменяли, выбрать Transform и Clear Transform. Таким образом мы можем вернуть начальную позицию. Так, отобразим нашу обувь. Вот в таком виде вот эти вот туфельки с вертекс группами уже. Это у меня копия для работы, чтобы показать, пока там вертекс групп нету. Вот эта вот копия. Здесь уже вертекс группа есть. И вот эти вот туфли именно вот в таком, как бы, с такими трансформациями, под таким углом. И я их загружу в облако и оставлю ссылку для загрузки этих туфлей в описании видео, можете пользоваться. Итак, вот наши туфли. Обычно, если вы моделируете сами или, например, скачали с каких-то 3D стоков, у вас, естественно, туфли будут вот в таком вот положении. Надо будет их по размеру, по форме подогнать под ноги персонажа нашего. У меня уже подогнано, я просто сейчас здесь сброшу эти модификации, которые я делала, чтобы показать дефолтную позицию туфель. А вот в таком виде и я поставила туфли. Так, здесь есть нюанс такой, что обувь кастомную, которую вы хотите надеть на персонажа, лучше делать меж обуви чуть-чуть, как бы не прилепить к стопе, а она должна быть чуть-чуть шире межа, чтобы у нас было как бы пространство для того, чтобы деформировалась эта обувь во время анимации ходьбы. Итак, везде, если посмотреть, то вы увидите, что есть некое пространство между обувью и ступней. И даже здесь можно еще чуть-чуть подправить. Например, вот здесь у меня слишком близко меж туфлей к пальцам. Вот.
Здесь у нас все хорошо вроде бы. Так. В общем, надо будет, если вы скачиваете туфли из каких-то ресурсов в интернете, нужно обязательно, естественно, она не будет точно такой же формой, которая повторяет ступню персонажа MetaHuman. Нужно будет ее обязательно подогнать с помощью увеличения масштабов поворота и скульптинга, естественно, при надобности. Так, у меня туфли готовы. После того, как вы выполнили всю подгонку обуви, так, сейчас чуть-чуть здесь осталось. После того, как вы выполнили подгонку обуви под ступню, надо будет сбросить все трансформации. Так, выделяем обувь, Object, Apply, All Transforms. И вот здесь вот в свойствах объекта вы увидите, что все вот эти показатели должны обнулиться. Масштаб должен быть 1. Итак, что мы делаем дальше? Нам нужно выделить туфли. Так, давайте отобразим наши кости. Выделить туфли, выделить кости, то есть root. Нажимаем Ctrl-P и выбираем Object. Так мы привязали наши туфли к костям персонажа. После этого мы можем применить модификатор Mirror. Ось симметрии должна быть X. Так, другие настройки можем не трогать. Далее нам нужно применить модификатор Armature. И в модификаторе Armature нам нужно выбрать кости персонажа, то есть root. И далее, третий модификатор для наших туфлей. Нам нужно найти модификатор Data Transfer. В модификаторе Data Transfer мы будем делать следующее. Во-первых, нужно выбрать Source, то есть объект, с которого мы будем копировать вертекс группы. Это будет наше тело, вот оно. Выбираем пипетку или можем выбрать из списка. Вот, тело персонажа выбираем. Далее нам нужно будет включить эту галочку Vertex Data, включить Vertex Group. То есть вот эти вот настройки, вот такие вот настройки у вас должны быть. После того, как вы убедились, что у вас включен Vertex Data, Vertex Group, вот эти настройки Nearest Vertex, All Layers by Name, после этого нажимаем Generate by Data Layers. И у наших туфель появились Vertex группы. Если мы посмотрим Vertex группы нашего тела, то это те же самые Vertex группы, просто они скопировались к нашим туфлям. И здесь начинается самое интересное. Так как у нас обувь не на плоской подошве, и вообще это кастомная обувь, при анимации ходьбы, особенно при деформации вот этих костей, которые отвечают за носок и пальцы персонажа, будет очень сильная деформация, и она как бы здесь не очень соответствует. Те вертекс группы, которые настройки веса, вот правильное слово, веса вертекс групп, они здесь как бы их надо будет чуть-чуть поменять. Я вам покажу, как это делать. В общем, здесь после того, как мы применили модификатор Data Transfer, мы скопировали веса для групп вершин.
Вот они. Это группа вершин, и у каждого из них есть веса. Мы сейчас их будем подправлять, редактировать. Переходим. После того, как выделили обувь, переходим в режим Weight Paint. Это покраска весов. Итак, что у нас тут? Выделяем группу вершин и смотрим, что у нас здесь. Это получается calf, это, как же это на русском? Это задняя часть ступни, как она называется, забыла. Вот, в общем, это отвечает за вот эту вот часть. Она у нас деформируется, когда у нас стопа сгибается. И вот эту вот выделенную часть светло-голубым, это значит у нее где-то в общем, веса, они могут быть от 0 до единицы. 0 это вообще данная кость, вот это calf twist 0,1, она на эти вершины вообще не воздействует. И начиная от 0 и выше до единицы, то это воздействие увеличивается. Единица это самое максимальное воздействие. И вот нам нужно выбирать веса в пределах от 0 до единицы. Им соответствуют цвета от синего, вот синий это 0, до красного. Красный это единица. В этих местах, кроме носка обуви, нам нужно будет просто выполнить команду Weights Smooth. Smooth. Ну, здесь, видимо, и так уже все размыто. Можем еще чуть-чуть размыть, еще чуть-чуть. Далее. Далее следующее. Здесь у нас эта кость ни на что не воздействует. Идем дальше. Дальше. Выше. Так, здесь тоже надо будет Smooth. Или можем это сделать с помощью кнопки Blur. Так. Так, минутку. У меня воздействие, то есть вот эти команды не выполняются Smooth и Blur, то есть и даже я сейчас, наверное, не смогу рисовать. Я сделала кое-что неправильно. Нужно было сначала, надо вернуться вот сюда. Нужно сначала этот модификатор, в списке модификаторов, дату трансфер надо применить. После этого, если мы зайдем, то сейчас уже можно будет это делать точно. То есть не забываем применить дату трансфер. После этого можно работать с весами. Так, вернемся на пару костей назад, где у нас был вот здесь. Тоже смузом. Размытие сделаем. Далее идем. Так. Здесь нам тоже нужно будет смуз. Пару раз, пару-тройку раз я предпочитаю сделать. Здесь тоже. Сейчас, в данный момент, мы просто все веса сделаем более плавными. Потом будем проверять это все на самых таких... Будем ставить ногу в позицию, когда нога на каблуке, и тогда будет видно, где больше всего деформируются туфли, и в этих местах будем поправлять. Так, большой палец.
эти две кости, foot и ball, они будут больше всего воздействовать на наш меш при деформации меша, при деформации наших туфлей. Сейчас пока еще просто размоем, смягчим границы весов, и здесь тоже. Так. Теперь выходим из режима покраски весов, выделяем кости, режим Pose Mode. Давайте согнем, например, так. Ступню вот так. И вот эти вот все кости. С помощью клавиши Shift можно выделить несколько костей одновременно, чтобы их позировать. И в виде сбоку их так вот повернем. А вот эта позиция, это вот когда больше всего деформируется туфля, когда мы ходим и отводим ногу назад на каблуках, то есть вот такая вот деформация происходит. В принципе, здесь все очень неплохо выглядит. Все очень неплохо, а вот здесь можно, так, чтобы поправить вот это вот помятину, ну это вообще не критично. Ну, можно поправить. Выходим из режима позирования. Снова заходим в режим покраски. И вот здесь можем просто взять инструмент Blur, радиус поменьше здесь. И просто вот так вот размыть границы. Так, здесь у меня происходит пересечение меши, так как нужно это сделать изнутри тоже. Сейчас скроем ножку и сделаем то же самое изнутри. Так, я думаю, все-таки здесь надо чуть-чуть покрасить. Каким-то опытным путем надо подбирать веса. Так, в этом месте что-то у нас. Чуть-чуть. И я думаю, здесь в этом месте какая-то другая кость воздействует. Давайте размоем. Ух ты. Это вот место какое-то проблемное. Оказалось. Давайте возьмем кость foot, и я думаю, это из-за нее здесь такая помятина появилась, и изнутри тоже. Так.
еще костью воздействовать на это место. Вот. Так, все, нашла. Это кость какой-то из пальцев. Воздействует на это место сильно. Так, изнутри тоже давайте. Убедимся, что внутри все нормально. А вот так вот. Вообще, когда красим веса каких-то меш одежды, может быть какая-то навесные аксессуары на одежде или так далее. Всегда нужно ставить какие-то позиции, где критический угол, который у вас в анимации присутствует. И вот в этих местах нужно тщательнее проверять. Если в этих местах меж себя нормально ведет, хорошо деформируется, без заломов и реалистично все выглядит, тогда в других более некритичных местах должно быть все нормально. Так, теперь можем вернуть обычную нашу позу. А можно, кстати, еще проверить наши туфли. Включим ножку. Так, pose position. Так, давайте еще сильнее. Так, все нормально здесь. Очень хорошо здесь все настроили мы. Так, здесь. Я думаю, в этом месте нога еще сильнее гнуться не должна, по идее. Но если мы даже ее вот так погнем, то нормально, не критично. Все, можно выходить из режима позирования. Далее у нас модификатор Data Transfer применен. Так, Mirror. Эти модификаторы можно не применять, можно применить, если вы хотите в дальнейшем что-то делать с туфлями, лучше оставить эти модификаторы непримененными. После этого мы берем и экспортируем наши туфли вместе с костями, то есть выделяем туфли, зажимаем Ctrl и нажимаем Root. Файл, экспорт, FBX. Так, у меня уже есть название, так как я уже сохраняла этот файл. Здесь такие настройки должны быть, это обязательно должны быть именно такие настройки. Экспортируем выделенный объект, Selected Objects, Object Types Armature, Mesh. Здесь в Armature нужно будет убрать галочку Add Leaf Bones. Здесь этой галочки быть не должно. Убираем Animation, если она включена. И вот с такими вот настройками надо экспортировать наши туфли. Так, возвращаемся в Unreal. Здесь нам нужно зайти в Content Drawer. Если у вас такой папки нет, надо будет создать папку. Я создам папку в папке своего MetaHuman. Назову ее Custom Shoes, и в дальнейшем можно сюда помещать все кастомные обуви. Так. И в эту папочку я помещаю созданные только что туфли, экспортированные из блендера.
закрыть. А здесь нам нужно выбрать Base, MetaHuman Base Skeleton. Вот эти вот настройки нужно обязательно, чтобы были вот эти все галочки, проверить. Так, ну, обычно я проверяю вот эти вот галочки, которые в начале в разделе Advanced. Нажимаем Import All. И вот у нас туфли наши импортировались в Unreal. Закрываем эти окна. Давайте сохраним. Вот они, наши туфельки. Давайте теперь их наденем на персонажа. Нам надо выделить нашего MetaHuman. Идем в настройки Blueprint. Выбираем Fit. И выбираем наши туфельки. Ищем через поиск Mid Heel Shoes. Это наши туфельки. Compile. Сохранить и закрываем это окно. Посмотрим, что у нас получилось. Так. Вот они импортировались. Они встали. Так, сейчас я скрою наш пол. Так. Вот они, наши туфли. То есть они также, то есть они встали на то место по умолчанию, где они и должны быть, под ступней, под плоской ступней. Конечно, это не очень-то красиво, когда у нас персонаж стоит в такой позе, и у него под ногами вот такие туфли под углом. Ну, пока дефолтную позу поменять у меня не получается. Если вы знаете, как, пожалуйста, напишите в комментарии, как поменять дефолтную позу MetaHuman. В интернете, кстати, много написано, даже в официальном руководстве, но по их руководству я так и не смогла ничего сделать. Не получилось у меня, может, у вас получится. Так, ну ничего, мы это сделаем в секвенсоре. Поставим MetaHuman вот в такой же позе, позе, только на цыпочках. И из этой позы он будет плавно переходить в позу для начала ходьбы, и потом будет анимация ходьбы. Так, теперь нам надо эту анимацию, которую мы в предыдущем уроке, в предыдущих уроках создавали, скачивали из Mixamo. Кстати, я ее тоже ссылку на эту анимацию оставлю в описании к видео. Применим эту анимацию к нашему MetaHuman. Она у меня уже есть. Так. Но у меня здесь в этой папке. Ну, так, чтобы ее применить, идем по Viewer. Выбираем MetaHuman. Так. Body. Вкладка Animation. Здесь нужно выбрать в Animation Mode Use Animation Asset. И если у вас Content Drawer, эта анимация выбрана. Catwalk. Просто нажимаете вот эту кнопку Use Selected Asset from Content Drawer. И вот она встала в начальную позу нашей анимации. Так, давайте попробуем теперь включить анимацию.
получится. Так, давайте посмотрим поближе. Так. Я думаю, все прекрасно у нас получилось. Естественно, с первого раза это может не получиться. Вам нужно будет иногда переходить в блендер, настраивать веса. Может быть, у вас будет другая анимация ходьбы, и там будет, может быть, более, как бы, может быть, у вас будет более высокий каблук, и там деформация стопы, естественно, будет более такая выраженная деформация, там нужно будет, но в любом случае настраивать веса по такому принципу, как я показывала. Друзья, если вам было полезно и понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорой встречи. Всем пока!